Доброе утро, 16 мая. Как обычно, бегу в Праксис. Сегодня прием у семейного. Я смотрю, все последние дни у меня начинаются так или иначе с терминов. И в основном больничных. Значит, вчера нахваливал погоду. Сегодня уже все не так хорошо. Уже тучи начинаются. И обещают даже маленький дождь в обед. Не знаю, будет, нет. В общем, перехвалил. Потом после Праксиса хочу забежать в Пенни, посмотреть щепочницу. Небольшая щепочница, такая легенькая, на 350 грамм, с нержавейки. За 8 евро по акции там какой-то. В общем, хочу глянуть. Не знаю, нужна она мне или нет, но довольно интересная штука. Хотя бы как она выглядит, посмотрю. Так, я вышел от семейного врача. Значит, оказывается, мы с ним встречались не месяц-полтора назад, как я думал, а аж 31 января. То есть это получается февраль, март, апрель и вот середина мая. То есть 3,5 месяца назад ровно. Значит, он мне тогда назначил витамин D курс, потому как у меня были показатели что-то 4 и при норме 30, по-моему, от 30. И у меня были плохие очень анализы по холестерину, очень высокий холестерин. Плохой был 199, общий там не помню, но тоже он чуть повышенный был. Ну и выходит, что я тогда статины эти не стал принимать, изменил полностью свое питание. Ну как полностью, не полностью, но сильно уменьшил мясо я там жирное, которое я любил. И в целом там жиры какие-то постарался убрать. Ну то есть масло я и так как бы не ел или редко, сейчас вообще его не ем. И добавил больше рыбы в рацион и овощей. То есть у меня сейчас выглядит так питание. То есть я в обед всегда ем мясо, либо рыбу и много овощей. То есть обед вот так выглядит. Причем рыба 3 раза в неделю. И 4 получается мясо какое-то. Там может быть, допустим, курица, там свинина, вот это вот все там чередуется, там печенки какие-то. Ну как-то так. И что получилось? За эти 3,5 месяца снизился плохой холестерин без статинов, без ничего на 19%. До 161, по-моему, единицы. Это, конечно, не круто, но я очень удивился, что он вообще снизился. И доктор, в принципе, такой говорит, да, блин, неплохо. Ну, я ему объяснил, что я не принимал статины, побоялся побочек. Думаю, ну, сейчас как бы посмотрим, какие будут анализы и дальше решим. Вот. Ну, витамин D тоже подрос до 23, по-моему, единиц. Он сказал, ничего сейчас не меняй, принимай по той формуле, как я и давал. То есть я тогда ударно его пропил сразу в феврале. А потом там по 2 раза в недельку пью дальше. Вот, он говорит, так и оставь, плюс сейчас ты на солнце много проводишь, оно как бы сам у тебя будет расти до нормальных показателей. Вот, ну а по холестерину, говорю, ну все, типа я посмотрел свой эксперимент, питание помогло. И как бы, наверное, дальше рисковать не буду. Давай мне опять повторный рецепт на эти статины, буду пить. Он говорит, пей, если будет тебя там одолевать побочка. Ой, к автобану вышел. Если будет одолевать побочки, то пей тогда не каждый день, а пей-то через день делай. Ну, так и договорились. В общем, дал он мне рецепты. Взял я также у него направление к ортопеду. Тоже русский здесь есть мужчина, ну или русскоязычный. Вот, говорю, спина, чуть меня поясница беспокоит. Но я больше как бы ему так там поднарассказал, не так уж сильно она беспокоит. Но тем не менее, короче, простреливать. Я хочу перед большими какими-то испытаниями для себя более-менее сделать чекап организма, чтобы понимать, что у меня там где-то в Испании или во Франции не торохнет посреди дороги какой-нибудь спина не полетит. Короче, вот так вот. Такой визит. Теперь, что там дальше у меня в начале следующего месяца будут анализы по другим направлениям. И уже как-то будем что-то смотреть. Если что, приду к нему. Ну, а также теперь вот к ортопеду. В общем, термины продолжаются. Ладно, я побежал в Пенни смотреть щепочницу. Вот пока иду, встретил вот таких вот утяток. Чилят тут. А это, на секундочку, ну, город. Никакая не окраина, вон автобан слышно гудит. Прикольно. Зашел сейчас на площадку для воркаута. Повисел на турничке, немного спинку расслабил. И хочу сказать, что это единственная вот в моей части города площадка для воркаута.
там турники, брусья, что-то, и то она такая специфическая, короче, не такая, как в Украине, допустим. В общем, меня это сначала дико удивляло, как так. Я привык в последнее время в Киеве, жил там в каждом дворе, любой там местный депутат за положняк должен открыть свою спортивную площадку, иначе ж не проголосует. А здесь вообще это не в моде. При таком, блин, засилии талахонов всяких, я не понимаю, как так, почему этим не занимаются. Надо, чтобы люди на турниках висели. Ну ладно. В общем, такая щепочница с огнивом. Пишут 360 грамм, хотя я так держу, мне кажется, полкило здесь минимум. В общем, прикольно так перевел мне переводчик. Бомж-плита вот это вот. Поставлю скриншот. В общем, интересно, 9 евро, 8,99. Сейчас подумаю, может возьму. В общем, взял я эту печку, пока подумаю, если что, потом верну, не буду открывать первое время. Яичек купил, пару селедок. Вот такие цены. Яйца 3,49 евро эта штука. И по рубль 50, 250 грамм. По евро 50, вернее. Так, это здесь у нас турецкий рынок, так называемый. По пятницам приезжают ребята, выставляют павильоны и продают фрукты, овощи, одежду дешевую, там всякий шмот такое. Можно дешево купить всякие угробчики, там, я не знаю. Ну, в основном мы только такое берем. Там каких-то овощей больше глобально нет, а вот укроп точно, да. Вообще, как бы цены растут понемножку. Вот эта селедка, допустим, раньше стоила рубль 59, это у нее была цена, ну, типа без акций. Вот, сейчас она рубль 79 стоит. Это за полгода, наверное, последняя, может, чуть больше подорожала. Вот это я купил, тоже сейчас по акции, получается, ну, она со скидкой идет, 1,5 рубля. Вот, яйца, правда, вот эти по 18 штук, они уже очень долгое время 3,39. Но они так в основных всех магазинах и стоят. Там в Лидле, по-моему, или в Алди такая же цена. Они, по-моему, подорожали на 10 центов, если я не ошибаюсь. Были вроде 3,29. Я не знаю, почем в Украине яйца. Вот. Можно сравнить. По поводу этой щепочницы, почему я не уверен, не знаю. Мне вроде как бы и идея эта нравится, что у меня будет что-то для запасного случая, где-то что-то разогреть, сварить там и так далее. Но с другой стороны, разводить огонь вот как-то так, даже не знаю. Плюс она ж будет пачкаться, это там вечно ее надо складывать аккуратно как-то в этот чехольчик. Да и посуды у меня такой вот нету, чтобы там закапчивать ее. У меня вообще, в принципе, пока никакой нету. Но я и не думал, чтобы было что-то такое прям грязное. Не знаю, надо подумать. Надо подумать. Пока не буду открывать. Я вижу, что она добротно сделана, все небольшая. Там взвешу ее еще дома, посмотрю. Ну так, с полкило. Вот просто лишние 350 грамм тягать тоже. Ну и насколько будет она адекватно работать. Теоретически мне нужен будет только кипяток, в основном всегда в пути. Я сегодня, кстати, попробовал, сам засушил вот там кашло, которое я ем, допустим, гречка какая-то не обжаренная. Я люблю такую, варю себе там кашку с нее. Ну, я каждый день какую-то на завтрак новую ем крупу там, чтобы не приедалось. Там у меня 7 дней, грубо говоря, каждый день что-то новенькое. Да, пшено какое-то, гречка, рис нешлифованный, там макароны какие-нибудь, чечевица, горох, там, ну, такое. Вот, и засушил, попробовал эту гречку просто, там, пару дней она у меня постояла на солнышке, где-то на подоконнике. Я ее сварил в мультиварке, как обычно, и просто на поддон разложил, и она высохла сама собой. И сегодня я попробовал ее, залил кипятком и заточил. Ну, вполне как бы съедобно, чуть отличается вкус, конечно, вот такой вот дегидратированной. Но, тем не менее, вполне съедобно и вкусно. Я думаю, я смогу такое использовать. Тем более, если бы туда мяска еще добавить засушенного, вообще была бы бомба. Или какой-нибудь джерки какие-то, или колбаски, типа вот эти мини-солями, в общем, кабаносы, типа того. Я думаю, можно вообще питаться спокойно таким. В идеале иметь на каждый день там грамм 300 такого сухаря для восстановления кипятком.
на те случаи, когда не будет под рукой магазинов недорогих, чтобы что-то свежее покупать. И тогда как раз вскрывать эту штуку. Ну, не знаю, надо думать. Вот, какая-то нужна емкость для кипячения воды, получается, которая бы и на горелке хорошо работала, возможно, даже с радиатором. Ну и она же должна тогда идти и на щепочницу, на крайний случай. Да, надо посмотреть, подумать. Я гуляю после обеда. Сейчас присел отдохнуть. Хлебнуть водички немного. В общем, прошел ровно 6 километров, 59 минут, что-то 11 секунд. Сейчас пойду назад. Подвернул ногу. Или правую. Не помню даже какую. Ну, без последствий, слава богу. Завтыкал на ходу в телефон. В общем, впереди были какие-то ветки, присыпанные землей, как будто сделанный трамплин. Что-то похожее. Такое, наверное, велорайдеры какие-то на дорожке там прыгали. Я, короче, втыкаю одним глазом в телефон, вторым глазом на эту фигню и подворачиваю ногу резко. Еще ж темп у меня мощный. Ну, как бы раз подвернул полностью, стал на этот и назад. И такой сразу чувствую, все, зашибись. И это уже у меня не первый раз такое. Ну вот, как начал ходить тренироваться, первый, но до этого что-то было тоже. Думал, блин, смолой играл в что-то. Или в бадминтон, или... Ну да, бадминтон, скорее всего. И получается, тоже так на ногу наступил. И лишний раз поблагодарил то, что делаю зарядку, потому что я каждое утро ноги разминаю, кручу там всякие вот вращательные движения в обе стороны, там наклоны делаю, в общем, приседания и все такое. В общем, ноги более-менее у меня там, ну, хоть чуть-чуть связки, наверное, немножко растянутые, чтобы в таких вот случаях с ногой ничего не случается. Дай бог, чтобы так и дальше было. Надо быть, конечно, аккуратней. Ну, люблю я на ходу в телефон поглядывать, бывает, это грешен. В общем, погода сегодня все-таки не подвела. Никаких туч, ничего нету. Ребенок позвонил, спрашивает, кошку кормил я или нет. А я забыл. В общем, наругала меня. Так, сейчас пойду назад. Потом пару часиков передохну, поужинаю. И сегодня у жены просмотр квартиры. Просит меня пойти с ней. Ну, теоретически эта квартира как бы для нас всех ищется, в том числе и для меня. Ну, там как жизнь сложится, не знаю. Ну, в общем, надо быть и мне на просмотре. Важно ее мнение. Зачем, почему, не знаю. Ну, короче, видно, скучно и одной. Так что у меня получится сегодня больше 20 километров опять. И большая часть, наверное, будет с рюкзаком. Не знаю, пойду я туда с рюкзаком или нет. Сейчас 5 килограмм, 400 грамм, по-моему. Я взвесил эту щепочницу, печку, положил ее туда тоже в рюкзак, запихал, и вышло 5400 как раз, наверное. Вот такие планы на сегодня. Ладно, хватит передыхать, я пошел назад. Я присел передохнуть уже, закончил свою прогулку. Теперь до вечера буду дома и потом пойду, как я говорил, на квартиру. Не знаю, буду там снимать что-то или нет. Наверное, нельзя так делать, поэтому, скорее всего, снимать не буду. Вот, что подумал я, пока гулял на прошлом перекуре. После 6 километров посмотрел Телеграм по поводу переговоров. Правда, извиняюсь. Кто пожелает здоровья, тому спасибо. Вот, посмотрел Телеграм и, ну, там, как обычно, вода водой и водой погоняет. В общем, хочу сделать свой прогноз Нострадамуса доморощенного по поводу продолжения войны и так далее. В общем, я так думаю, если мы не споймаем никаких черных лебедей в виде там смертей Трампа, смертей Путина там или еще каких-нибудь непредвиденных, неожиданных случайностей, то, я думаю, еще столько же продлится этот весь беспредел. То есть года 3-4 с похожей интенсивностью, я думаю, это все будет происходить. Будут россияне по чуть-чуть откусывать там, добавлять, наши будут их там с усиленным этим
упорством перемалывать. Ну, наверное, так. Дай бог мне ошибиться, и чтобы это все быстрее закончилось, но не знаю. Другое еще я хочу сказать. Я на днях смотрел интервью Бутусова с Белецким. Как-то там называется «Доктрина Белецкого» или что-то. Я оставлю ссылку на него. Я в тот день не повесил, там что-то было мне более интересное, я как-то не обратил внимания. А сегодня в контексте того, что я увидел тоже в телеге утром картинку сирийского нынешнего президента, типа карьера за 2 года или что-то типа того, как он на мопеде едет, террорист террористом, а потом, короче, встречается, ручкается с Трампом, президент Сирии. И я подумал, что, наверное, вот будущая Украина, да даже, наверное, уже сейчас в какой-то мере, это идеальное место для военного переворота. И кто, если не Белецкий или там кто-то из этой же 3-й штурмовой, Азова и так далее, может тот же Денис Прокопенко, не помню, как у него позывной, чем не кандидат возглавить Украину, да? Мне даже, может, Прокопенко симпатичнее, чем Белецкий в этом плане. Белецкий, он все-таки, судя по этому интервью, больше политик. Он начал, можно сказать, избирательную кампанию, я так понимаю, своим этим интервью. Но я в том плане хочу сказать, что они могут выборы и не проводить или не согласиться с их результатами. Это если, дай бог, война в какой-то мере закончится, именно будет безопасно это сделать, то я имею в виду взять власть в свои руки, чтобы не потерять страну. Я думаю, это нам гарантированно военный переворот. Ну, в кавычках, я не знаю, как это будет, но по сути, если так подумать, большинство населения инертны, какими и положено быть, природой создано, да, там 90% согласятся с любым раскладом, а те 10 пассионарных, решительных и так далее уже не 10, потому что большая часть на войне, опять же, перемолота. Но те, которые останутся, вполне могут это все дело организовать, поддержать и так далее. Поэтому, скорее всего, нас ждет такое будущее. Да и опять-таки видно, что демократия последние свои дни отжила. Недолго это, скажем так, продолжалось. Сколько там ей, наверное, лет 100, меньше, да? Ну, такой вот, как она сейчас. Ну, еще меньше, наверное, там десятки лет, по сути. Но, тем не менее, всем уже ясно и понятно, что не работает она. Любой там паршивый, старый, 80-летний, 70-летний тиран как бы решает, да, за свой народ прекрасно, народ его поддерживает, и даже та же Америка, посмотрите на Трампа, да, какой бы там он ни был самодур и все такое, там, кто как считает, но, тем не менее, у американского народа запрос на сильную руку был, именно поэтому его и выбрали. Я думаю, там ни у кого нет сомнений в его честной победе в выборах. Поэтому как-то так, даже американские народы, тот в общей массе сейчас голосует за твердую руку. Поэтому будущее нас ждет интересное в сторону тоталитаризма везде. Если я не путаюсь термина, да, там и можно так назвать. Ну, я же я дилетант, я ничего в этом не понимаю, но мне видится это все в таком свете, наше будущее. Ну, в плане Украины, может, и неплохо. Я вот хочу у Капроновой головы поинтересоваться Сингапуром. Я так понимаю, что там вот этот, как его там, Ли Куан Ю или как-то, ну, что-то похожее. Он тоже был там не ангел. И вроде как все восхищаются, так во что он превратил Сингапур. Ну, походу, это все теми же методами было автократическими, да. Надо эту тему для себя раскрыть и поискать еще прецеденты, когда, допустим, ну, как я вот сейчас так думаю поверхностно, что, по сути, чувак взял всю власть в свои руки и ввиду там своими моральными принципами в согласии сделал страну такой, как он хотел ее видеть, и пока она еще держится, и, скажем так, многие ей завидуют. То есть не факт, что каждый такой тиран будет как Путин или там какой-нибудь другой персонаж, да. То есть возможно, что у кого-то моральные принципы будут чуть получше или желание чуть более там добрее, да, там народу сделать лучше.
а не обогатиться, ну и так далее и тому подобное. То есть, скорее всего, будущее за этим. Не знаю, подустал я что-то на прогулке, как-то речь не связанная, поэтому надо заканчивать. Так, мы возвращаемся с просмотра квартиры, и у меня, конечно, культурный шок. Очень мне не понравилось. По сравнению с той, где мы сейчас живем, все такое убитое, ушатанное. Там живет семья каких-то выходцев с Востока, в общем, мусульман. 7 детей у человека. Сам он парень приятный, но видно, что эти дети там нормально так квартиру эту подушатали. Ну, это верхний этаж дома. Ну, короче, нечего говорить про нее, не понравилась она нам. Поэтому как-то так. Идем домой.